Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 25 января, четверг. Как всегда, важнейшие новости на настоящий момент из Вашингтона. Для начала хочу сделать маленький экскурс в свое предыдущее видео, где я рассказал вам по поводу своих опасений за жизнь и здоровье господина Шарапова. И вот мне зрители сегодня, прямо несколько зрителей прислали посты или заявления, судя по всему, сделанные сегодня Министерством обороны Украины и СБУ. Содержание примерно одинаковое, с разными, правда, фразами и вариациями. Смысл в следующем. Конкретный результат достигнут. Вернули в бюджет 1,5 миллиарда гривен, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ. Ранее был задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны. Над делом работает СБУ при взаимодействии и при содействии Минобороны. Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное. Замечательно все, хорошо. Только вот вопрос возникает, а что так долго? Ну, во-первых, я так понимаю, что вот этот один из руководителей одного из главных управлений, это, наверное, есть господин Шарапов. Почему его имя не упомянуто конкретно раз? Второе, почему так долго? Ведь все это задержание уже произошло где-то примерно 2 месяца назад. Почему не отрапортовали раньше о таком беспримерном, можно сказать, успехе? Вот поэтому я и заволновался, и забил в колокола. То есть, если это большой успех, надо о нем сразу говорить, а если нет, то возникают вопросы. А что касается этого дела, значит, у меня, по информации, которую я имею, дело идет не только о махинациях по поводу 1,5 миллиарда гривен, связанных с артиллерийскими снарядами. Там не миллиарды гривен, там речь идет о миллиардах долларов, которые в первые же месяцы после начала полномасштабной агрессии начали переводиться, вот, в том числе под руководством, видимо, иначе невозможно было, иначе не надо было создавать ему эту должность, Шарапова, в офшоры, где они до сих пор и лежат мертвым грузом. Ведь только по моим оценкам там где-то не менее 4 миллиардов долларов. Ну и надо сказать, что работа над этим делом ведется на Западе уже давно. Господин Шарапов, наверное, имел возможность первые признаки надвигающейся над ним, к нему опасности ощутить 19 сентября прошлого года, когда во главе украинской военной делегации он приехал на военную выставку в Лондон, и его не включили в число гостей на официальный прием. Это скандал. Глава делегации дружественного государства, союзника, можно сказать, и вдруг не приглашен на прием. Вот так был послан последний сигнал, ну а после этого вот грянуло то, что грянуло. Сейчас идет зачистка за пределами Украины участников мелкого и среднего калибра, которые участвовали во всех этих схемах. Происходят иногда чудеса. Вот в Лондоне недавно человек вышел купить в соседний магазин бутылку пива и обнаружил себя через некоторое время в федеральной тюрьме в Соединенных Штатах. А я ведь предупреждал во многих своих видео еще много месяцев назад, еще где-то начиная с лета 22 года, не трогайте деньги американских налогоплательщиков, это плохо закончится. Рано или поздно придет расплата. Иногда у меня зрители спрашивают, а как там вот американские инспектора что-то нашли? Я, правда, не знаю, вот стоит ли мне опять возвращаться к этой теме, потому что есть темы поважнее, но несколько недель назад было заявление генеральный инспектор Пентагона, проведя, ну не он, конечно, а его аппарат, проведя расследование. Кстати, расследование не всеобъемлющее.
Но, тем не менее, обнаружили недостачу не менее $1 миллиард. Согласно официальной формулировке, все было прослежено до границы с Украиной, а потом как в черную дыру. Ну и согласно американскому бюрократическому языку, то есть проследили, а дальше у нас не было возможности, поэтому не знаем. Обычно такие формулировки делаются тогда, когда приходит время им самим отчитываться, то есть по Пентагону, перед Конгрессом. Ну и надо показать, что, куда, как девалось. И вот нашли. Но я думаю, что это не последнее, то, что нашли, работа продолжается. Теперь переходим к настоящему моменту. Идут тяжелейшие бои в Вашингтоне на Капитолийском холме по поводу помощи, пакета помощи, часть из которого это помощь Украине. Но поскольку так получилось, что этот вопрос, этот пакет помощи оказался заложником, к сожалению, глубокому заложником предвыборной кампании в Соединенных Штатах. И сделал этот пакет заложником Дональд Трамп. И вот это все происходит на фоне тех праймериз, которые развиваются сейчас в США, сначала в Айове, потом совсем недавно в Нью-Хэмпшире. Я вам рассказывал о всем этом, и некоторые зрители присылают мне реплики, там, вопросы типа, а вот один из блогеров украинских или несколько украинских блогеров высказали другое мнение по поводу хода этих праймериз. Или там журналист какой-то, которому я верю, ну, зритель пишет, он верит, написал вот такую мысль. С большим уважением отношусь к любой мысли, высказанной любым человеком. Каждый человек имеет право на высказывание своего мнения. Но должен вам сказать, чтобы вот вы меня совершенно понимали, меня абсолютно не интересуют мысли, которые высказывают журналисты, блогеры и даже люди, которые называют себя аналитиками. Меня интересует информация. Я обучен профессионально работать с информацией, а не с мнением кого-то об этой информации. То есть мнение кого-то о этой информации – это уже искажение информации, понимаете, в чем дело? Поэтому то, что я вам рассказываю, я не знаю, может, там блогер прочитал какую-то статью, и вот он ее пересказывает. Прежде чем я вам рассказываю информацию, каждый день я просматриваю, ну так, не менее 2 десятков различных источников, причем я знаю, кто пишет, в каком издании, и что, кому можно верить в одном вопросе, нельзя в другом. Но самое главное, я пытаюсь или стремлюсь базировать то, что я вам рассказываю, на мнении экспертов в этой области. И когда я вам рассказываю про эти выборы, которые сейчас происходят, я вам рассказываю именно мнение экспертов. Поэтому вот сейчас я на мнение экспертов расскажу, и вы поймете, что произошло, что происходит на выборах, и мы поймем, что происходит с пакетом помощи Украине. Итак, канал Fox – это канал, который один из немногих крупных телевизионных каналов, центральных, можно сказать, в США, который симпатизирует республиканцам. И там есть контрибьютор такой, или эксперт, регулярно туда приглашаемый. Зовут этого эксперта Джессика Тарлоу. Человек с именем, с блестящим образованием, несколько колледжей всевозможных, там, степень доктора. И чтобы попасть туда, я им скажу, в качестве платного контрибьютора вот в эти центральные, это большие деньги им платят за это. То есть людей с улицы туда не берут. Причем вот самое главное, на что хочу обратить внимание, это канал Fox. И вот она анализирует прошедшие праймериз и что она по этому поводу говорит. Я буквально цитирую. Выборы 2020, где выиграл Байден, Трамп проиграл, они были выиграны за счет независимых. Они решили
исход выборов 2022 года. А сейчас имеет значение для предстоящих выборов два больших числа, которые нарисовались в ходе последних праймериз двух – Айове и Нью-Хэмпшир. Что за числа? 43% независимых в штате Айова сказали, что не будут голосовать за Трампа на всеобщих выборах, когда он туда выйдет в финал против, наверное, Байдена. А в Нью-Хэмпшире эта цифра выросла до 70%. Теперь я вам объясню, что такое эти 70%. В штате Нью-Хэмпшир 70% независимых – это 280 тысяч. Это почти равно количеству всех зарегистрированных республиканцев в этом штате. То есть даже если все республиканцы проголосуют за Трампа, только независимые, которые сказали, что не будут за него голосовать, это уже все, выходит в ноль. Но там еще есть 300 тысяч демократов. Таким образом, если бы вот сегодня проходили эти выборы, согласно этим подсчетам этого уважаемого аналитика, Трамп проигрывает Нью-Хэмпшир с треском. Затем экзит-полы, когда народ, проголосовав, выходил, их опрашивали там на местах, им задавали один вопрос. Что произойдет, если Дональд Трамп будет осужден за уголовное преступление? Вы знаете, 4 уголовных дела, 90 обвинения по 91 пункту совершения тяжких преступлений. Так вот, в Айове среди независимых 32% ответили, что не проголосуют в этом случае за него. А в Нью-Хэмпшире это число подскочило до 50. Ну, что такое 50 в Нью-Хэмпшире? Независимых, 50%. Это 200 тысяч опять. То есть это опять-таки проигрыш с треском. Только одним демократам. Понимаете? То есть это, с учетом, если все демократы проголосуют за, допустим, то вот такая позиция независимых – проигрыш с треском. Цитирую заключение эксперта. С такими показателями невозможно победить на всеобщих выборах. И поэтому, именно поэтому Ники Хейли сейчас, целая группа, я вам рассказывал об этом, крупнейших доноров республиканской партии, ни один из них не финансирует Трампа, а крупнейший, значит, из них финансирует в том числе и в большей степени после Нью-Хэмпшир. Они понимают, что он может сейчас выиграть один за другим все эти праймериз, но потом придет понимание, когда вот соберутся они, те делегаты, которые получат, значит, голоса в ходе этих праймериз, соберутся они для того, чтобы официально выдвинуть кандидата, и по большому счету там может быть принято, Трамп может выиграть все праймериз, 100% уже не получается, 90%, а там будет принято решение выбрать кого-то другого. И такое уже было в истории. Это первый вариант. Поэтому, говорит эксперт, и идут большие, то есть крупнейшие республиканские доноры будут продолжать вливать деньги в альтернативного кандидата, только не, то есть Ники Хейли, потому что есть большая группа республиканцев, которые крайне недовольны. Большой бизнес вообще Трампа не воспринимает, потому что Трамп – это нестабильность, это хаос. А бизнес, особенно большой, этого не любит. Поэтому вот такая стратегия доноров республиканского партии, которая сейчас вырисовывается, что Хейли, она будет продолжать участвовать в этих праймериз и будет продолжать мочить Трампа по мере возможности. И затем, значит, будет дожидаться, что произойдет с решением Верховного суда. Сначала будет апелляционный суд по поводу того, имел он иммунитет или не имел, будучи президентом. Затем Верховный суд уже 8 февраля должен рассмотреть этот же вопрос. Потом другие дела там пойдут, так и сяк. И все может меняться.
И таким образом вырисовываются вот основные темы, которые будут обсуждаться или дебатироваться уже в ходе кандидатами, финальными, так сказать, кандидатами на предстоящих выборах. Ну, Байден, уже он известен, да. Хотя, с моей точки зрения, лучше бы кто-то другой. Потому что если бы любой демократ, то там вообще бы вопроса не было. Трамп с треском бы проиграл. Байден – это проблема, ну, в связи с возрастом прежде всего. Но тем не менее. Так вот, основные темы. Традиционная экономика. 34% назвали это основной проблемой. Это те, которые участвовали в праймерис. 31% говорят, что это иммиграция, граница. И дальше там идет аборт и так далее. По абортам кандидат любой республиканской партии пролетает. А это важнейший вопрос для всех женщин Америки. Экономика. Трамп очень хотел бы, чтобы с экономикой было очень плохо. Лучше рецессия, а вообще идеально это крах экономический. Но экономическая ситуация, я понимаю, что в разных местах разные люди могут иметь разные доходы, разные иметь мнения. Но общее мнение, экономика страны на подъеме до такой степени, что Китай рухнул, Америка единственная сейчас экономическая сверхдержава. Дальше будет еще лучше, потому что ожидается снижение учетной ставки Федеральной резервной системы и ожидается бум на рынках. И теперь, значит, вот остается так по большому счету только граница, по которому Трамп мог бы теоретически подебатировать. И этим объясняется вот эта проблема, которая была создана в Конгрессе с этой границей. Потому что когда Белый дом предложил пакет помощи, назвал его национальной безопасности страны, куда вошла Украина, Израиль, Тайвань, республиканцы, как теперь оказывается, по настоянию Трампа, через свою агентуру, через МАГУ, втащили туда и прицепили к этому пакету границу, пытаясь выдавить из демократов все, что угодно, ставя один ультиматум за другим. Они хотели, чтобы где-то демократы заортачились и остановились, сказали: не, мы на это не пойдем. И тогда все. Начинается шум, крик, демократы против, тут орды прут через границу, смерть Америки, все это самое, это же смертельно для Америки и так далее. Демократы пошли на все возможные уступки, практически на все, чуть ли не весь, полностью ультиматум приняли. И вот здесь, как я вам рассказывал в одном из предыдущих видео, Трамп начал нервничать. Сначала он начал писать, подавать сигналы, а также в телефонных разговорах рассказывать, прежде всего, спикеру Джонсону о том, что надо затягивать и можно принять только в том случае, если он будет идеален, этот закон по границам. Что такое идеален, он никогда не объяснял. То есть это такая, как облако в штанах, которого понять и интерпретировать можно совершенно по-разному. Совершенно аморфная формулировка. Это было после штата Айова, а после Нью-Хэмпшир Трамп понял, что любое соглашение на любых условиях, даже если Белый дом, демократы примут полностью ультиматум, это плохой для него вариант. Потому что не о чем говорить ему будет. И вот, буквально 2-3 дня назад, как потом стало известно в средствах массовой информации, он начинает названивать. Ну, поскольку в Палате представителей вроде там затормозили, а тут возникла опасность для Трампа. В Сенате уже на подходе готовый законопроект, он должен был закончиться, полностью приобрести. То есть он уже имеет окончательный текст, сейчас вот искали, продолжают искать 14 миллиардов. Это в комитете по финансированию, по финансам. И он как бы так запаниковал. И последнее, что он сообщил, это что ему вообще не нужен никакой закон о границах.
То есть, если он станет президентом, ему достаточно существующих законов для того, чтобы решить вопрос с границей. То есть, вся вот эта бодяга, которая длилась 3 месяца, там все это обсуждали, специальную группу создали, люди несчастные, ну так, относительно, конечно, несчастные, за большие деньги они это все делали, ну, за зарплату, как и другие. Но другие отдыхали, а эти трое работали. Один из них Лэнфорд из республиканской партии, Мерфи, Синема, независимые, работали как папа Карло все это время, добивая этот текст, а теперь им говорят, да, это не надо уже, все, это не актуально. То есть проваливать. Команда от Трампа поступила проваливать. И в качестве, так сказать, своих агентов или подручных в этом деле он выбрал 17 сенаторов. Все они трамписты, так или иначе. Они, как мышки, до сих пор молчали. Но вот вчера, в среду, за закрытыми дверями республиканская фракция под руководством Митча МакКоннелла, который за помощь Украине, проводит эту тайную вечерю, и там вот эти протрамповцы поднимают бунт. Начинается буза, что там это не актуально, а это не своевременно. Ну, то есть аргументов типа никаких, поэтому в разных источниках информации совершенно разные акценты. Вот если почитать по поводу страшной этой тайной встречи. Ну, то есть дойти трудно. Две газеты или два там, СМИ любого, которые бы давали примерно одну и ту же оценку, что там произошло. Просто теряешь. И там диапазон такой от «все пропало, это провал» до «да все нормально, там работа продолжается» и так далее. И вот любой вы возьмите, если одну статью, у вас появится, то ли все пропало, то ли нет. А я вот все это читал последние 24 часа. Последнюю прочитал вот буквально 15 минут до начала записи. Статья «Вашингтон-Пост». Короче говоря, Трамп решил сделать так, чтобы этот законопроект был провален. В этом как-то попытается, хотя нет, вернее, он планировал, что, провалив этот законопроект, он в ходе дебатов сможет обвинить во всем Байдена. Но теперь это, извините, фиг получится, потому что вся эта подноготная уже всплыла. И даже республиканцы, республиканская фракция в Сенате, многие из них возмущены. То есть люди потратили массу времени, они серьезно все это воспринимали. А теперь вопрос ставится так, для того, чтобы Трампу дать тему, на которой он мог бы, которую он мог бы обыграть и попытаться выиграть выборы, значит, Сенат Соединенных Штатов, да вообще Конгресс, должен пожертвовать национальными интересами страны. То есть это многие обозреватели, значит, это анализируют и за голову, видимо, хватается, потому что это невиданная постановка вопроса. Это позор, если это произойдет, это полный позор для страны. То есть великая держава из-за какого-то там клоуна, на котором 4 уголовных дела и 91 обвинение в совершении уголовного преступления, и его адвокаты даже уже не оспаривают, что он их совершил, они только говорят и пытаются доказать, что у него иммунитет был. Поэтому давайте его простим. Надо понять и простить. Помните, да? Наша Раша сериал. Надо понять его и простить. И вот ради этого страна должна пожертвовать своими основополагающими национальными геополитическими интересами и все провалить, потому что провал этого законопроекта – это провал в Украине, следовательно, провал в Европе, провал в НАТО. Это невероятная угроза создания в лице этой бледной моли кремлевской, просто подарок ему, царский подарок. Это подарок Хамасу, Ирану на Ближнем Востоке. Это подарок Си Цзиньпину в Юго-Восточной Азии, это слив этого самого. И все это лишь для того, чтобы вот этот кандидат, а он еще пока не кандидат формально, не номини
как он должен называться после того, как его формально выдвинут, чтобы ему было о чем поговорить. Ну, то есть теперь ему и по большому счету и говорить. Теперь каждая женщина будет кричать, противник Трампа, о том, что он лишил ее права на аборт. А теперь все независимые, у которых, как говорят, open mind, то есть у них открытые глаза, открытые уши, и у них есть образование для того, чтобы понять, что и что. То есть разыгралась какая-то чудовищная карта. И получается, что, ну, понимаете, это еще удар смертельный по республиканской партии, потому что для меня вот до последнего времени республиканская партия состояла как бы из двух частей. Маленькая в Сенате, маленькая часть – это последователи Трампа, это не МАГА, там МАГА, к счастью, не наблюдается в Сенате. Ну и основная преобладающая часть – это то, что мы называли рейганистами, людьми, которые… А Сенат играет главную роль в Конгрессе в определении, обсуждении внешней политики. Там должны люди быть, в отличие от Палаты представителей, которые знают, где на карте находится, кому принадлежит Финляндия, независимо эта страна или нет, и где на карте находится Украина. И теперь, значит, вот было как бы так две силы, и сколько же в Украину приезжало сенаторов, Линдсей Грэм, большой сторонник Украины, так сказать, масса других. И вот они как-то сейчас раз все и растворились. То есть несколько звонков Трампа оказалось достаточно, чтобы эти люди наплевали на национальные интересы Соединенных Штатов Америки, на геополитику. Им, ну нам уже всем, мы не сенаторы, но нам всем уже понятно, какой это будет удар вообще по всей западной цивилизации. А они, вместо того, чтобы высказаться как государственные деятели самой большой страны, самой влиятельной страны в мире, высказаться по этому поводу, типа, ребята, вы что, с ума посходили? Они как мышки промолчали. То есть Рейган, он в гробу должен перевернуться, если бы он мог это услышать. То есть, так по большому счету, эта партия, как партия Рейгана, рейганистов, она перестает существовать. Слава Богу, есть там еще люди, которые понимают, что надо делать. Есть варианты. То есть сейчас, значит, Трамп потребовал убрать оттуда, из этого законопроекта, убрать часть по поводу границы. Хорошо, уберем. Тогда остается вот тот пакет, который изначально внесла администрация. И помните, я вам говорил, есть вариант принятия резолюции, которая может через голову начальника там, или председателя комитета, или спикера, или лидера большинства быть вынесен на обсуждение. И вот, как сказал один из сенаторов, который участвовал в этой тайной встрече, вот якобы большинство сенаторов с этим согласилось, что ладно, мы уберем границу, пусть Трамп попытается теперь там побушевать насчет границ, хотя вряд ли ему теперь это удастся после того, как все скрылось. А мы примем отдельно, значит, вопрос по Украине, Израилю и по Тайваню. Пока это вроде в одном пакете. Этот вопрос должен быть решен, по какому пути они пойдут в течение ближайших 24 часов. Вот я это прочитал, как я бы сказал, уже полчаса назад. Статья была опубликована минут за 15-20 до этого, то есть где-то час назад отсчет времени пошел. Ждем, что будет. Тем временем, значит, средства массовой информации крупнейшие, а все они антитрамповские, то есть протрамповские, это где-то на задворках интернета, в соцсетях, там, которые посещают маговцы, читают бред про QAnon. Основные средства массовой информации, они просто в бешенстве. Называют Трампа то ли полезным идиотом, да, я его лучше засчитаю. Вот. Джо Скарборо – это бывший конгрессмен, республиканец из штата Флорида. Сейчас он ведет очень популярную передачу «Утренний Джо» телекомпании MSNBC.
Он сказал, что Палата представителей, а теперь и Сенат дают Путину то, что он хочет. Цитирую, Дональд Трамп хочет помочь Владимиру Путину и всегда помогал. Напомним зрителям, что Трамп назвал вторжение Путина в Украину блестящим ходом. И, по словам Скарбора, кандидат в президенты на 2024 год либо агент России, либо полезный идиот. Из той же Флориды одновременно интересная, совсем не связанная с выборами информация, газета «Геральд Майами» сообщает, сейчас поступило в дело, в суд поступило уголовное дело, видимо, за санкции на арест или на проведение каких-то там процессуальных действий. Дело расследует ФБР. В нем фигурирует российско-американский бизнесмен из Майами по фамилии Постольников. Этот Постольников является племянником бывшего высокопоставленного члена администрации Кремля, человек близок к Путину. Он контролирует и владеет банком где-то в одном из государств Карибского бассейна. Этот банк обслуживает порно-бизнес исключительно. И вот он пожертвовал Дональду Трампу $8 миллионов, подарил $80 миллионов, на которые он открыл свою сеть, когда его выгнали из Твиттера. Он сделал компашку, которая называется там «Трус», то есть «Правда», что-то там с правдой. Вот. И это там, где он, выставляет время от времени свои гениальные мысли, я имею в виду Трамп. Теперь дальше что оказывается? Он подарил, эти деньги Трампу. Что опять характерно, вы имеете в виду, вот куда ни плюнь, где Трамп, там обязательно Раша, и там обязательно деньги, и причем грязные деньги. Теперь это деньги порно-бизнеса, отмывание порно-бизнеса. Ну и я вам скажу так, может, американцы не все это понимают, но я вам скажу, не каждый гражданин Российской Федерации, а он русско-американский, то есть, видимо, то ли вид на жительство у него здесь, то ли, в общем, имеет право на проживание. Ни один гражданин просто Российской Федерации просто так подойти к Трампу, предложить ему дело не сможет. Ему бы местная резидентура, я имею в виду то ли в Вашингтоне, то ли в Нью-Йорке, рога бы здесь обломала. Я имею в виду резидентура ФСБ, СВР. То есть невозможно такое, чтобы человек из Раши, занимающийся деньгами, делающий деньги на порно-бизнесе, давал деньги Трампу, а это было некоторое время назад, то есть это было, видимо, на стыке, он еще был или уже переставал бывать, только-только перестал быть президентом Соединенных Штатов. То есть он был весь на виду для Москвы, для российских спецслужб. Невозможно, чтобы он это сделал без ведома спецслужб. Что дальше происходит? То есть он, видимо, подарил деньги Трампу, видимо, подружились. Он был в курсе дела всех планов, что там Трамп собирается с этим делом делать. Естественно, имел инсайдерскую информацию по поводу что планируется. И при помощи этой инсайдеровской информации, откуда он мог получать? От Трампа или от кого-то там из ведущих сотрудников этой же компании, который создал Трамп на деньги этого Постольникова. Пользуясь этой инсайдерской информацией, он заработал $23 миллиона. Связанная, эта инсайдерская торговля связана с медиакомпанией Дональда Трампа. Пока еще не предоставлено, не предъявлено обвинение, дело еще, видимо, в процессе идет, поэтому будем посмотреть. Но сам факт, вы понимаете, сам факт. Поэтому, когда Скарборо говорит, что он или полезный идиот, или агент России, видимо, в этом есть своя сермяжная правда. Дальше, пока
пока опять обсуждает. Теперь уже квартет садится, республиканский, я имею в виду, квартет опять меняет местами, чтобы играть опять ту же самую, мусолить опять ту же самую тему. Но в это время заработал еще, вернее, дыхание, новое дыхание приобрел план «Б». План «Б» у нас, если вы помните, это конфискация российских активов российского Центробанка в размере 300 миллиардов для передачи Украине. Так вот, Комитет по международным делам Сената США, проголосовав 20 против 1 за принятие, как его называют, беспрецедентного закона о восстановлении экономического процветания возможностей для украинцев. Назвали его РЭПО. Ну, дальше он пойдет в полный состав Сената, должны проголосовать. Палата представителей уже... нет, Палата представителей тоже принята в соответствующем комитете. То есть теперь обе палаты в полном составе должны это проголосовать. Считается, что это должно пройти быстро, поскольку практически нет заметного числа противников. Единственный был этот противник, это Рэнд Пол, еще один жучок в Сенате, к сожалению. Тоже, можно сказать, мягко так, полезный идиот, а скорее всего агент Раши, который туда из всех сенаторов наведывается в Москву чаще, чем кто-либо другой. Вот единственный он проголосовал против. Кстати, он был один из окопёрщиков, которые вот на встрече тайной вчера кричали, что не надо принимать закон вот этот сделка по Украине, границе, Израилю, Тайваню. То есть сейчас вопрос стоит так: лучше ничего. То есть еще, понимаете, какой идиотизм совершает Трамп и те же республиканцы, которые на это пошли. Сейчас вся страна, то есть они же, сами республиканцы, взвинтили чуть ли не истерию за последние месяцы, пока эта сделка обсуждалась в Сенате, в Палате представителей, по поводу того, что у нас каждый день там по 300 тысяч, толпа убийц валит через границу, страна в опасности. Но народ возбудился до такой степени, что это стало вторым по важности вопросом предвыборной кампании. А теперь, после того, как Трамп сказал, да, мне не нужен этот закон, получается, что на целый год минимум, на целый год граница будет такая же, как она и была, то есть открытой. Но теперь она не будет представлять с точки зрения Трампа и республиканской партии опасности. То есть народ должен так, по большому счету, у кого мозги есть, прийти в изумление. То есть будет валить эта толпа, эти там 300 тысяч или сколько их через границу в течение года. Причем даже, может быть, в большем количестве. И на этом Джо Байден, скорее всего, и будет оттаптываться над Трампом в ходе предстоящей кампании. Интересная статья по этому поводу была в газете Jerusalem Post. И написал ее израильтянин. Он бывший журналист в Вашингтоне был, консультант, лоббист, в общем, человек знающий. Значит, что он написал по поводу того, что происходит с вот этим законопроектом? Он говорит, он свидетельствует. Он даже, забудьте, хотя да, во внешней политике это страшный удар по всем направлениям стратегическим, не то что Соединенных Штатов Америки, а всех их даже союзников, включая Израиль. Но в основе всего, говорит, что лежит? Это не просто политическая борьба в Соединенных Штатах Америки, не просто борьба между двумя непримиримыми партиями, республиканцами и демократами. Это борьба, раскол внутри республиканской партии. То есть это чудовищный кризис самой республиканской партии, и, я думаю, число тех, которые предлагают реформу, о которой я вам рассказывал, по поводу
того, что не лучше ли взять среднее, так сказать, звено республиканцев, среднее демократов, объединить их в нормальную партию здравомыслящих людей, тем более ситуация во всем мире напряженная, чувствуется переломный момент, нужно принимать ответственные решения. А вот эту всю вату, для которой самое главное – это пристроить свой, извините, ну как вам сказать, мягкое место в теплое кресло еще на очередные два или 4 года, их выкинуть в партию, создать партию американской ваты. Вот, собственно говоря, господа, что у нас происходит на настоящий момент. Да, то есть с точки зрения вот тех стратегов республиканской партии, у которых есть мозги, и их крупнейших доноров, которые видят, что происходит с этой партией, и которые продолжат финансирование Ники Хейли, видимо, есть резон для нее и для них продолжать ее участие в праймерис как можно дольше. Пусть она дальше его мочит, еще до того, как в дело вступит Джо Байден. Пусть она женщина очень умная. То есть вот это он себя загоняет все глубже и глубже, прежде всего вот в плане... Он создает не то, что он вытаскивает грязное белье Америки, он его создает просто на глазах. То есть Америка, ту, которую он делает своими руками через своих ничтожных, я бы сказал, последователей, это не великая страна, это позор для нее. То есть вот тут оттаптываться на этом, но это просто праздник должен быть и для Ники Хейли, ну и затем для того представителя демократической партии, который выйдет с Трампом на финишную прямую. Если в последний момент руководство республиканской партии не решит, что достаточно экспериментов с Трампом. Так что вот такая ситуация. Еще раз напомню, мнение уважаемых экспертов, которые рассказывают в своем видении на канале, главном канале, телеканале Республиканской партии США, Fox Channel, о том, что с теми цифрами, результатами, которые Трамп показал в ходе праймериз в штате Айова в Нью-Хэмпшир, всеобщие выборы выиграть невозможно. Ну, никогда не будем говорить невозможно, но во всяком случае запомним, что это не как это описывают заблудшие некоторые аналитики, прочитавшие одну статью по этому вопросу, но не прочитавшие пару десятков других статей, которые написаны совсем противоположно. Поэтому, господа, наш бой продолжается, то есть идет борьба за план «Б». Я говорю, опять-таки, со своими контактами, которые занимаются международной торговлей оружием. В Украину поступает, обязано прийти, и есть соответствующие ресурсы для самого необходимого сейчас. Это снаряды 155-го калибра. Причем они оплачиваются правительством Великобритании, правительством Соединенных Штатов Америки, идут из нескольких основных источников. Это страны с самой развитой экономикой в мире. Это не Северная Корея и даже не Иран. И с количеством у них все нормально, и оно все улучшается. То есть тут вопрос должен быть решен. А что касается F-16, то вроде бы сейчас последние несколько дней назад американцы заявили, что они должны быть поставлены в 2024 году. Дай бог, чтобы украинская сторона подготовила инфраструктуру для них. Это самое сейчас главное, потому что F-16 – это даже не гаубицы, которые, кстати, тоже требуют инфраструктуры для своего обслуживания. Ну и в этой связи мне сказали, что пока все нормально, не блестяще, но нормально, не смертельно.
Ну и опять вопрос. Ребята, ну как же так? Это меня, они меня спрашивают, как у представителя Украины. Говорит, ну, Норвегия еще в октябре месяце и ряд других стран передала теплые вещи, теплую форму для бойцов ВСУ, которые сейчас им по горло, вот так вот необходимо. И по их данным, туда, на фронт, только вот отправлено не более 35% того, что передано Министерству обороны Украины для бойцов ВСУ. Ну вот как это назвать? И что за проблемы? И как вот дальше поставлять и сотрудничать с этим министерством вот на Западе? Ну просто разводят руками и не знают, что говорить, что делать. То есть если бы это не народ Украины, и не Украина как страна, если бы это было Министерство обороны Украины, то давно бы уже плюнули, развернулись бы и ушли. Но тем не менее, они этого не делают и не сделают. Поэтому, заканчивая сегодняшнее видео, дорогие друзья, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг не пройдет, он будет разбит. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. До новых скорых встреч!